Всем привет! Добро пожаловать в мою маленькую мастерскую. Меня зовут Аня, и сегодня мы открываем прекрасный новый набор Тильда Русалку. Мне очень хотелось пошить ее именно в наборе, потому что ткани по отдельности мне не удастся купить, а мне очень понравилось сочетание цветов в этой кукле. Здесь у нас очаровательный рыбий хвост цвета морских водорослей, как по мне. Две голубые морские звезды, которые заменяют верх купальника, и фиолетовые вот такие цветные волосы. У этой куклы, как вы видите, неправильные пропорции. Голова немножко больше, чем само тело. Ростом она будет 32 сантиметра. И я предполагаю, что ее нельзя будет посадить. Но точно это будет известно в процессе пошива. Написано, что набор включает в себя материалы для одной русалочки. По поводу упаковки. Это картонный такой матовый пакет, приятный очень на ощупь, с вот таким волнистым краем, очень в тему. Причем пакет был всего лишь скреплен сверху степлером. У нас различные интернет-магазины обожают делать дешевые крафтовые пакеты, но зато заклеивают их сверху дорогой фирменной наклейкой. А тут все-таки Корея, вот тут написано, кстати, сзади, сделано в Корее. Потратились на дорогую, достойную, как по мне, упаковку, но решили скрепить ее сверху всего лишь степлером. Я вот это забираю. На другой стороне пакета мы видим 4 вида ткани, которые будут использоваться в пошиве. И я не понимаю, почему они не подписаны. Каждая ткань имеет свою коллекцию, свое название, не говоря уже о номере. Но, возможно, производители посчитали, что на пакете эта информация будет лишней. Написано, что набор включает в себя хлопковую ткань, клеевую паутинку и инструкцию. А наполнитель около 350 грамм не включен в набор, и по мне так это очень хорошо, иначе набор был бы еще дороже, а он и так стоит немало. А таким образом я смогу сама выбрать, какой наполнитель мне использовать, и возможно даже это будут несколько видов наполнителя в одной игрушке. Также нам рекомендуют использовать швейную машинку, острые ножницы для того, чтобы вырезать детали, нитку в цвет и иголку для ручного шитья. Это понятно, мы будем вручную зашивать отверстия на каждой из деталей куклы. Также нам понадобится палочка для выворачивания и набивки изделия. И вот тут написано chopstick, это палочка для суши. А что такое flower stick? Какая-то палочка, цветочная палочка. Я без понятия, что это такое. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Тонкая бумага для перевода выкройки. Черная краска и большой пин, это значит булавочка с круглой головкой. Или тонкая кисточка для глаз. Я предполагаю, что глазки рисуют вот такой булавочкой, только чтобы головка была побольше. Есть такие булавки для толстых тканей, у них вот этот кружочек в 2 раза больше, но я так никогда не пробовала делать. Интересно будет попробовать, поэкспериментировать, конечно же не на готовом изделии, а где-то на черновом варианте. Или тонкая кисть для глаз. Если тоненькой кистью рисовать круг, у меня не получается ровно. Кистью могу что-то исправить, добавить краски, если нужно, но не сделать вот такой четкий ровный круглый край. Поэтому в этом варианте втором я очень не уверена. А булавочка обязательно попробуем. Помада или румяна и сухую кисть для розовых щечек. Румяна я могу понять, можно также зарумянить щечки, например, пастелью или какой-нибудь краской, только набирать ее очень тонким слоем. Но помада, вот, ну, серьезно,
помада же красится, она же не впитывается в ткань, она липкая. Я вот этот момент не совсем понимаю, тем более, что помаду очень сложно нанести равномерно на ткань. У нее такая структура маслянистая. Помаду я, скорее всего, не буду пробовать, не хочу. Румяна берите, те, которые у вас есть, пастель. Пастель, краску будем брать, но маслянистую помаду нет, не хочу. Теперь давайте же откроем и посмотрим, что внутри. Так, больше ничего нету. Это картонка для широкого дна. Вот такой пакетик. Инструкцию пока отложу. Первое, что хочется взять в руки, это, конечно же, ткани. Прекрасная фирменная ткань Тильда. Тут сейчас мы все развернем. Тут на кромке написано Tilda Quilt Collection. И у меня сразу вопрос. Тут немножко маловато ткани. Обычно в наборе, по крайней мере предыдущих, которые я покупала, идет намного больше ткани, так чтобы хватило не на одну куклу, а как минимум на 1,5. И я очень была рада тому факту, что у меня еще оставались какие-то отрезы, и я могу еще что-то пошить. Но, видимо, не в этот раз. Мне кажется, от этих отрезов ничего не останется, кроме каких-то обрезков на выброс. Ну, это мы посмотрим в конце пошива. И давайте сейчас рассмотрим поближе каждую ткань. Самый маленький отрез, из которого мы будем шить морские звезды, это сочетание молочного и голубого цветов на зеленом фоне. Красивая ткань, мне очень нравится. Дальше незаменимая ткань для тела, загорелого песочного цвета. Она плотная, не просвещается, с ней очень комфортно работать. И альтернативной замены по цвету и качеству я пока что не нашла. Поэтому очень рада, что смогу поработать именно с этой тканью. Дальше вот такое интересное сочетание ядовито-зеленого и желтого цветов. Хочу сказать, что вот такую ткань как-то отдельно в рулоне, мне кажется, я бы не купила. Она очень яркая, такая немножко неоновая, режет глаза. Но именно в изделии, как же она круто смотрится. Вот сочетание голубого и вот такого зеленого тоже, как видите, с голубым, настолько у меня ассоциируется с водорослями, хотя никакого намека по рисунку на водоросли нет. Тут изображены, как всегда, цветочки. У Тильды, по-моему, везде цветы. Но тем не менее оно производит вот такое впечатление воды, водорослей и очень-очень гармонично смотрится. Вот действительно, как будто ткань разрабатывалась под русалку. И четвертая ткань, это вот точно то сочетание яркости и цвета, которое я бы купила. Вот если бы я в рулоне в магазине его увидела, я бы себе отрез такой 50 на 55 сантиметров стандартный я бы купила. А здесь по поводу яркости, вот она не едкая, вот по сравнению с этой тканью, вот это намного более такая неоновая. Эта же ткань спокойная, сложных цветов. Здесь есть оранжевый, розовый, мой любимый фиолетовый и такой
зелено-синий, очень интересный тоже оттенок. Мне нравится, что в тильде цвета сложные, даже если они яркие, они все равно вот сложные. Не скажешь, что это цвет, который набрали из банки с краской. Узор здесь достаточно мелкий. Эту ткань удобно использовать для рукодельниц, для каких-то мелких проектов. То есть даже если вы захотите пошить что-то небольшое, вот, например, да, там игольницу, то эти цветы все равно их видно, видно их красоту, и поэтому вот такой узор небольшой, он очень интересен в рукоделии. Другое дело вот такой, вы видите, насколько этот узор цельный, да, вот даже цельная композиция, вот такая, насколько она больше. Здесь цельной композицией является всего лишь вот этот цветок, то есть из него удобно делать пэтчворк и какие-то небольшие проекты. Также есть отдельный лист с клеевой паутинкой. Я сейчас постараюсь ее показать. Вот если видите, это обычный лист бумаги, а вот здесь вот такое практически невидимая паутинка клеевая. Сначала мы проклеиваем одну сторону ткани, потом снимаем бумагу и приклеиваем с другой стороны. Вот видите, такая еле-еле заметная. У меня она немного повреждена, она такой приехала, но это абсолютно ничего страшного. И переходим к инструкции. Здесь уже написано название ткани, ее номер и пошаговая инструкция в иллюстрациях. Инструкция из плотной мелованной бумаги, тоже такой матовый, приятный на ощупь, но формата А3. Не знаю, как ее я буду хранить, наверное, как-то придется складывать вдвое, потому что предыдущие наборы, которые у меня были, они все есть на канале. Инструкция была напечатана на обычном листочке А4 и не таком плотном, а как бы обычная цветная печать. А здесь вот прям дорого, богато, красиво, приятно держать в руках. Вот такая пошаговая инструкция на 2 листах. Я уже предвкушаю, как я буду делать эти звездочки, морские звезды, как же они мне нравятся, очень сильно. И вот этот рыбий хвостик просто очарователен. Дальше идет выкройка. Также интересно и полезно то, что выкройка именно лица, она дается вот здесь отдельно, но здесь не отмечено место, где нужно ставить глаза. И последний лист, это, конечно же, пошаговая инструкция с описанием. Я уже ее начала читать и увидела, что клеевая паутинка нужна именно для лица куклы. Я с таким решением очень и очень согласна. Для лица куклы имеется в виду вот для этой области. Дело в том, что клеевая паутинка не даст ткани вот здесь по краю свернуться, загнуться, пойти волнами. Определенно будет легче строчить на швейной машинке. Это я проверила. Это очень, по мне, продуманный, правильный ход. И плюс ко всему вы сможете регулировать ширину строчки. Вот сейчас покажу, какая ширина строчки. Вот здесь, вы видите, строчечка тоненькая. Я, например, когда шила обезьянку, строчку делала в 2, ну, да, наверное, в 2 раза шире. Также здесь можно будет поиграться с цветом.
вот этой строчки. Я думаю, ее можно сделать и ярко-розовой, как вот этот цветочек, и фиолетовой. Также можно сделать строчку в цвет самого тела, тогда лицо будет казаться еще немножко больше. В общем, здесь есть над чем подумать. И, в общем-то, на этом я и завершаю обзор этого набора. Поставьте обязательно лайк этому видео, я так буду знать, что вам тоже, как и меня, интересует изделие Тильда. И напишите, что вы думаете о таком наборе. Купили бы вы его, пошили бы вы его, или вам нравятся больше классические худенькие Тильды. До следующего пошива. Всем пока!